Всем приветик и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотел бы с вами поделиться еще одной идеей для ужина. Если честно говоря, я утром не знал, что готовить сегодня. У меня иногда все идеи улетают с головы и практически ты себя чувствуешь как в тупике. Но тем временем мне надо было ехать в продуктовый магазин. Я сегодня домой мне никто ничего не привез, потому что я не заказывал. Из-за того, что мы собираемся в отпуске и много заказывать не хочется, я решил поехать в магазин сам, посмотреть, что надо по мелочи найти дни, пока мы еще дома. И я зашел в магазин, и я увидел свиные отбивные пачку. Я посмотрел, мне что-то так захотелось, и решил взять отбивные свинины. И к гарниру я решил жарить молоденькую новую картошку. Она маленькая, я ее хорошо промыл уже, разрезал пополам. И картошку хочу поджарить вместе с маленькими шампиньонами. Я думаю, вот это будет прекрасный ужин нам сегодня. И на салат я, наверное, нарежу огурцы с помидорчиками. Приступим. Я надеюсь, что вам сегодня дам хорошую идею. И, может быть, вам тоже что-нибудь такое придет в голову, как мне сегодня. Итак, все у меня на столе приготовлено. И начнем. Итак, начнем. В первую очередь я возьму сковородку. Сюда я налью масло. Добавлю сливочного масла, разогрею и начну потихоньку жарить картошку. Говорят, что если сливочное масло сварить в одном месте, то это сливочное масло не подгорает. И оно становится намного вкуснее тоже все. Включаю газ. И теперь сюда насыпаю всю мою картошку. А пока у нас картошка начинает жариться, я картошку сейчас не накрываю вначале, пускай лишняя влага испаряется. И потом я уже добавлю перец. Я не накрываю сейчас, пускай влага немного выпарится. Я не накрываю картошку сейчас, потому что картошка уже имеет много влаги, пускай немножко влага испарится, и потом мы добавим луку. А этим временем я займусь немножко мясом. Так, мясо я положу сюда на доску. Так, мясо я разложил на доске. Сейчас доску я заверну пленкой. Таким образом, что когда я буду работать молотком, отлить ничего отсюда вылетать не будет. Проверим нашу картошку. Очень хорошо. И теперь проработаем молотком. Теперь это мясо я переверну и с другой стороны тоже пройду быстренько молоточком. Все развернем, так что та сторона, которую я еще молоточком не прошел, она тоже пройдет. Обработано будет. Вот таким образом. И теперь вот таким образом. И теперь я поперчу и подсолю себе с двух сторон. Таким образом. И перевернем, сделаем также с другой стороны. Так, мясо мы обработали. Я положу сейчас на тарелочку сюда. И пускай немножко полежит, пока мы займемся другими вещами. Так, посмотрим нашу картошку. Очень хорошо. Тем временем я возьму одну большую луковицу, разрежу пополам, и половину пойдет мне на картошку, а половину я потом добавлю к мясу. Вот так. И теперь мы сейчас начнем займемся мясом.
Немножко масла на сковородку. Сейчас грибы я сюда добавлять картошку сразу же не буду, потому что иначе картошка будет вариться, а не жариться, потому что грибы дадут очень много влаги тоже, что давайте немножко поджарим картошечку, подрумяним и тогда добавим грибки. Грибки я взял маленькие шампиньоны, они совсем малюсенькие, так что каждый шампиньончик я еще пополам разрезал, вот такие. И теперь мы, пока все это жарится, мы займемся мясом тоже. Я взял большую сковородку, что все кусочки мяса туда красиво должны пойти. А тем временем я немного покрышу сюда зелени петрушку с укропом, которым мы посыпем картошку попозже. Вы знаете, где-то давно, где-то, ну, можно сказать, как 100 лет назад, когда я еще был намного моложе, когда я всегда любил дома жареное мясо. И отец всегда мне готовил, даже на завтра перед тем, как идти в школу. Ну и вот, когда я поехал уже в Америку, и там мы зашли в ресторан, и там продавались большие отбивные свиные. Здесь у меня по полку сказал, что мне давали один большой кусок. О, это было что-то с чем-то. Я не могу вам передать, насколько это было вкусно для меня. Так что я сам мясо свиное люблю очень, но, к сожалению, у меня в семье только я и мои пацаны кушают свиное мясо. А пока сегодня ужину моей половины не будет, потому что моя половина работает сегодня в Лондоне. Так что я и мои пацаны только будем кушать. Так что картошка поджаривается очень хорошо, румянится. И теперь что я сделаю? Я туда начну добавлять наши грибочки. Вот таким образом. И вслед за грибочками я немножко подперчу. Солить я еще не буду, потому что от соли она быстро начнет разваливаться иначе. Так, все хорошо жарится у меня сейчас здесь. Картошечка жарится хорошо. И отбивные тоже. Я их уже переверну. И я решил, и уже они поджарились снизу тоже. Я их немножко засыпал сейчас с луком. Как они поджарятся хорошо с другой стороны, что я сделаю? Я положу все на противень и накрою и в духовку на 180 градусов минут 15-20. Также в картошку решил немного посыпать чесночка. Потому что грибы с чесноком, это милую душу идет, хорошо идут вместе. Итак, наши отбивные поджарились хорошо с обеих сторон. Теперь я их переложу все на противень и отправлю в духовку. Так, картошка у нас хорошо поджаривается, подрумянивается. Я ее подсолил уже и сейчас накрою, и пускай она потихонечку здесь томится таким образом. А тем временем я решил накрошить салат. Насчет салата я решил сделать совсем очень простое. У меня два хороших помидора, томаты, они называются как вайн томаты здесь. Они очень сочные, вкусные. И я решил просто взять, нарезать их дольками, положить в мисочку, поперчить, посолить, добавить немножко масла и чесночку. И это будет достаточно, я думаю. Итак, томаты я уже вымыл. Сейчас я их порежу долечками. Потому что я когда сегодня в магазине был, тогда я эти томаты видел, и думаю,
Они же самые вкусные помидоры и томаты. Так что дай-ка я их возьму сегодня. Потому что к жареной картошечке и к отбивным что-то хочется такое свежих овощей тоже. Наша картошка в духовке тоже. Простите, наше мясо в духовке. Я поставил на 180 градусов. Плод варенья эту накрыл фольгой, чтобы она не высохла там, а чтобы она доходила. Вот таким образом. Я взял уже один чесночок здесь, приготовил. Вы знаете, иногда такие простые салаты, как просто как помидор с чесночком, они тоже очень-очень вкусные. Сейчас немножко подперчу. Подсолю. Много соли не надо. Маслицем залью. Когда я готовлю, я пользуюсь растительным маслом. Масло, которое дает запах. Нравится мне такое масло. А почему оно нравится? Это мне воспоминания с детства, когда мы ездили сюда, в Краснодарский край, или в деревню у бабушки, и там постоянно у них было подсолнечное масло с запахами. Когда они готовили, даже аромат масла был всегда на кухне. С тех пор мне это нравится. И потом у меня мама иногда покупала такое масло, но его было не так легко достать, чтобы оно запахом было. А здесь я покупаю это и добавляю везде. Конечно, некоторые блюда, что не надо запах, тогда я беру просто растительное масло. А это подсолнечное масло, я говорил. Так, попробуем теперь. Вкусно. Немножко еще соли. That's it. Наш салат готов. Итак, картошка наша поджарилась как следует, подрумянилась. Немножко еще я добавлю соли. Посыплю зеленью и выключаю газ. И пускай она стоит, ждет ужина теперь. Вот такая румяная у меня картошка получилась. Так, и теперь накрою и пускай он доходит. Итак, мой ужин готов. Сегодня я сделал отбивные свиные. Вначале их поджарил на сковородке с обеих сторон, потом добавил луку. И потом я засунул в духовку на 180 градусов на 20 минут, чтобы они там дошли хорошо. И к этому я тогда поджарил молодую картошечку. Здесь она. С лучком, с грибами, с шампиньонами. К концу я уже добавил немного перца, соли и порошок чеснока. И когда все это уже у меня изготовилось, я посыпал немножко зеленью, петрушка с укропом. И к этому всему я сделал очень легкий салат, просто помидоры в масле. Так, что мне захотелось, просто помидоры в масле и немного добавил чеснока тоже. Очень просто. Это ужин очень простой, но, простите, это очень-очень вкусно, потому что я сам люблю жареное мясо. И я люблю свинину. Так что я сегодня с бокалом вина буду наслаждаться этим ужином. Но я надеюсь, что я вам сегодня дал какую-то идею тоже, потому что, как я вам сказал в начале видео, я не знал, что делать сегодня, потому что иногда у тебя в голове было как тупик. И потом я, когда пошел в магазин за продуктами, мне пришла идея, почему бы я не сделал картошечку с мясом, то, что я сделал. Мои пацаны дома сейчас, потому что у них каникулы, и они ждут этот ужин, потому что я им уже сказал, что я делаю. Старший сын очень был рад, и он не может дождаться тоже сесть за ужин.
Так что я заканчиваю это видео, и мы будем сейчас будем кушать. Если вам это видео понравилось, я думаю, что это видео не было вам скучно, пожалуйста, поставьте лайк. Я был бы очень признателен, если вы подпишетесь на мой канал тоже, потому что этот канал еще молодой, только что 1,5 месяца я был в эфире, но есть люди, которым нравится то, что я делаю, есть люди, которым нет, потому что всем не угодишь. Это жизнь такая, как любая жизнь, потому что у всех вкусы разные. А этим я хотел бы закончить это видео и пожелать вам самого-самого наилучшего. Берегите себя, своих близких. И мирного неба всем нам. Пока-пока и до новых встреч. Приятного вам